Здравствуйте, мои дорогие. Тема расклада: куда дальше двигаться, куда дальше лучше двигаться. Вот эта чашечка будет как советы для нас. Смотрим, куда лучше двигаться. Возможно, у вас какая-то ситуация, да, где вот вы не знаете, какое решение принять, каким путем пойти. Естественно, разные могут быть, ну вот как сила давления, как будто бы извне, но в любом случае чашечка будет отвечать на вопрос, как дальше быть. Так, ну, я по тому, что я вижу, это не совсем сложный какой-то процесс решения, принять правильное решение. Так, давайте посмотрим, куда дальше двигаться. Опачки, я тут вижу, короче, сейчас я буду просто вам показывать ведьмочку. Так, нашла какую-то ручку. Она, конечно, очень мелко прорисована, но вот прям вот ведьмочка стоит с такими рожками, как Мелефисента, да, или как книгу читает, и а, а- а там в руке держа, вверх его поднимает, прям как маг. Книга в руке, и там, ну, что-то тут такое магическое, что ли. Ну, что делать дальше? Здесь говорят, что вы можете все. У вас есть на руках какая-то информация. Принимая во внимание эту информацию, это не значит, что вы там сейчас ритуаль будете. Тут образ, да, который я вам красочно хотела описать. Так, и по сути здесь говорят о том, что в книге есть какая-то информация, да, либо есть какая-то информация, там, не знаю, в интернете, либо кто-то скажет. В общем, тут использование информации. Вы читаете и используете ее, либо вы слушаете и используете ее. Вы смотрите, ищете, вот как есть такой вот как поиск, да, включить какой-то, э, используйте эту информацию. У вас есть инструмент для того, чтобы это использовать. Так, дальше сообщение какое-то получите. Дальше вижу машину. Сейчас, может, тут ответы какие-то получите. Машина и корона на ней. В машине двое. Я еще, знаете, что вижу? Огроменная, смотрите, птица, но она вот как улитка, птица. Улитка, птица, улитка, которая превращается в птицу, в огроменную птицу. Она имеет большие мощные крылья, такая жирненькая. Вот такая у вас птица счастья. Дельфинчик с брызгами воды. Ну, ждет счастья, все-таки решение будет. В чем оно будет? Я вижу, что это как бы вашими усилиями произведено. Хорошо, а вот направление, покажите нам направление, куда идти. Так, буква А, новая, значит. Дальше она похожа на, допустим, если вы выбираете что-то там, Эйфелева башня, похоже, да. Вот на что-то такое, как вот на буквочку А, которая с двумя вот ножками такими, перепонкой. И, две точки сверху, И, одна еще. Дальше. Здесь такой крючок есть. Вот, возможно, швеи знают, как распарыватель, да. Вот он четко мне показывает вот это. Один конец короткий, другой длинный, и такая ручка еще. Вот, что-то вам нужно будет отсоединить, одно от другого, распороть. Возможно, распороть. Что там можно распороть у вас? Ну, давайте будем дальше смотреть. Так, туда, куда нравится, это говорит сердце, то есть за сердцем своим. Я вижу, что тут петушок прокричит какую-то новость. Вот вы, узнав эту новость, вы, возможно, кстати, если петушок, то, скорее всего, какая-то утренняя, да, вот проснетесь и что-то узнаете. И вот за этой новостью говорят, что идите. Все равно вы поймете, куда идти. Сколько времени ждать до принятия решения? Нужно ли принимать это решение тут и зараз, да, тут и сейчас? Сколько времени? Давайте я тогда гляну. Нет, не здесь и сейчас. Нужно дать время. Может, 8, что-то 8. И вот проявится что-то непонятное сейчас. 8 для кого-то.
Есть вот что-то неизвестное, идет X, которое нужно будет разгадать. Оно проявится. Стоп, тут не так сидеть и разгадывать вам, как, как это неизвестное проявится, да, то есть решение будет некого уравнения жизненного. Так, куда идти? Показывает человечка, который, сидя, принимает решение за плечами какой-то рюкзак. Вот. На голове шапка с колпаком, ведьмацкий вот этот колпачок. Шапка волшебника, шапка колдуна, да, вот это. Что-то здесь мне говорит о том, что вы, ну как, вы знаете какое-то правильное решение. То есть то, что вы будете принимать, это уже как бы высшая сила вас уже направляет. Вот вас направляют. А есть ли риск сделать какой-то необдуманный поступок? Давайте вот это посмотрим. Нет, ну вас вот эта птица, она выносит. Куда бы я ни посмотрела, здесь все-таки идет решение этого вопроса. Человека будто бы подталкивает что-то, какая-то сила ангельская. А тут еще идет момент изменения, как расщепление чего-то и заново собраться, заново собирается. Так, человек от чего-то отказывается, а это что-то забирает другой. Вот я надеюсь, что вот это другой это вы. Кто-то откажется, вы заберете. Но вы достанете это. Кто-то не хочет, чтобы вам это досталось, но ему-то это не надо, это не его. Так, еще вылетает какая-то, вот тут идет такая бутылочка какая-то, она вот вылетает, как выбрасывает ее куда-то. Может, это кому-то тоже интересно, такой момент. Как выбросить бутылку идет у кого-то. Или, может быть, человек такой рядом. Так, человек думает, что у него жизнь похожа на какой-то постоянный труд, беготню. Знаете, даже вот какая-то такая идет как фраза, не очень ее люблю, но тут прям собачка так пришла, собачья жизнь. Кто-то, может, так сказал. Но тут идет такой момент, что вы кормитесь какой-то идеей более счастья какого-то. Будет ли? Да, но вы сами создаете это своими ручками. Но это счастье почему-то какое-то колючее в ваших ручках, как будто бы нужно еще раскрыть. Вот, и тогда, как каштан, когда мы раскрываем вот эту колючку, снимаем, и там плод этот, орешек. Вот, хотя он не съедобный, но вот есть такие съедобные каштаны. Я про то, что вы вот это счастье получая, должны еще как снять эту какую-то кожуру с него, что-то убрать. Крылья, я здесь вижу, что крылья какие-то мелкие у этого человека. Может, это не про вас, да, вот, а тот, кто говорит про то, что его жизнь плохая. Вот есть такой человек в жизни, и вот почему-то вот как собачье вот что-то такое идет. Если такой человек в вашем окружении есть, то тут говорят, что крылья какие-то слабые. И мечта колючая. Но исправить-то можно все. И постоянно, знаете, в голове как-то работать, ничего. Вот если не сделать, да, то один день, то тогда все полетит к чертям. Вот такая вот какая-то мышление такое у человека. Но я вижу, что этот человек держится замедленно, ну, летящую какую-то птицу, опять же. Значит, этому человеку тоже есть счастье, нужно просто понять, да, что он тоже для счастья создан. Корабль с большим китом, в общем, и дом. Боже, все, короче, это круто. Это вы просто будете в достатке.
достаток, ну, деньги, дом, стабильность, счастье. Вот. Опять же, вот этот распарыватель, он сверху над этим домом. Вообще не приходит даже на ум, что можно такое. Вот прям вот идет этот знак, как будто бы что-то соединить, да, одну ткань от другой. Отделить. Но опять же, ведь это образ. Хочу глянуть, что тут нам хотят сказать. Что это насчет, вот как бы счастье, оно есть, оно плывет, а наверху вот этот знак интересный. А вам как раз вот сообщение и придет. Сообщение будет что-то важное. Вы прям в руки его получите. Это будет полнейшее ваше измененное какое-то, знаете, мнение, не измененное, которое поменялось, да, мнение о процессе. То есть вы получите что-то важное. Дальше вы пойдете по правильному пути. Возможно, это будет сообщение от человека, которому вы будете доверять. Ну, либо вот как идет человек, которому все доверяют, либо вы доверяете. Вот, и тогда будет принято это правильное решение. Тогда вы поймете ваше направление, куда идти. Что у меня все карты так в разные боки? Так. Ага. То есть это изменение полотна, да, изменение того, что вы создали. Вот вы сначала это все скрепили, сшили, но это будет изменение, переделка. Тут какая-то переделка идет. Ведь распарыватели применяется, когда переделать что-то хотят, правильно? Вот что-то такое вы как переделаете, заново переделаете, что это в вашем процессе. Все, вот идет это слово переделать. Было новое, вы поняли, что так оно не работает, вы сделали этот шаг, но поняли, что не работает, да, вернулись чуть-чуть, вот как назад, переделали и получили максимум. Да. В вашем вот этом деле будет человек, который вам протянет руку. Да, вам протянет руку для того, чтобы вы могли чувствовать свою опору. Здесь показан вот какой-то дворянин, как друг. Да, вот он, помощь идет. Вам идет помощь. Вам идет помощь в этом деле. Хорошо, вы будете довольны принятым решением? Будете ли вы довольны? Судя по тем птицам, которые у нас в чашечке были, ну, полностью довольны. Будете ли вы довольны? Да, стабильность обретена. Будут довольны все вокруг. Смотрите, не только вы, но еще и люди какие-то рядышком с вами, которые... Ага. Даже противнику будет завидно, ну, если они есть. Такой вот интересный расклад. 13 минут, но я думаю, что тут все. В конце совет. А еще здесь какая-то спасательная экспедиция, будто бы вот что-то идет не так, а вертолет сверху отрывается от негатива и спасает необходимое. Буква J. Точка сверху или звездочка сверху. Что это за знак такой? Может, у вас какая-то ассоциация возникнет? J. Большая J, да, и звездочка вот справа сверху. Ящик стоит, на ящике фигурка, которая падает, фигурка как сувенир какой-то. Человек сидит над пропастью, думает, что это пропасть, а там в той пропасти меньше, чем его рост. В общем, знаете, что тут говорят? Что это не такая уж проблема, как вы себе придумали. Хотя кажется, что да, так и есть большая. Но все будет решено.
Итак, самый главный совет из этой ситуации вам вот сейчас что? Что? Хитрая кошка идет. Это что, вам лгать кому-то? Подождите, что вам делать сейчас? Возможно, вы сейчас очутились в той ситуации, когда казалось бы, что ну, вот какая-то хитрая ситуация, да, что что-то кто-то не знает, где-то вы как-то словчили. Знаете, что вы вообще все нормально делаете, никакой беды. Вот оставайтесь в этой ситуации, ну как, не совсем ложь, но вот какая-то хитрость. Безобидная какая-то хитрость. Это принесет вам радость. Не успокойтесь. Вот он. Сюжет решается. Скоро сюжет решится. Вам напишет человек, который вам сможет как-то як зарадити в цій ситуації. Дать помощь. Да, это для вас будет реально сюрпризом. Чего я и желаю. Приятных сюрпризов вам, мои дорогие люди. Пускай в вашей жизни совершается только самое лучшее и самое прекрасное из моих видео. И мои видео, как мотивирующее что-то, пускай присутствует в вашей жизни столько, сколько вы хотите, да. И благодарю вас, мои хорошие, за ваши добрые слова, за ваше присутствие, за ваши подписки, за ваше доверие. Благодарю тех, кто финансово помогает моей работе. Я чувствую этих людей, ну вот как уже, то есть я вижу, кто эти люди, их душу. И вижу, что вам эта работа моя ценна, поэтому буду делать ее для вас. Хочу, чтобы Вселенная вас благодарила в разы больше, чем вы сюда приносите. Всего доброго. Пока-пока.